Всем привет! Меня зовут Диана. В Инстаграм вы знаете меня как Behead Handmade, а это мой канал на YouTube о вязании крючком и спицами. Мой новый видеоурок о том, как связать круглую корзинку узором полоски. Вот такой вот интересный узор. Вы научитесь вязать круглое дно, узнаете, как сделать переход от дна к стенкам, научитесь вязать этот узор и, конечно, делать бесшовные соединения с помощью хвостика, которое не видно ни снаружи, ни внутри. В самом конце я покажу, как обвязать верхний край корзинки. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Вы очень поможете моему каналу в развитии, а меня вдохновите на новые интересные мастер-классы. Давайте приступим к вязанию. Для ее вязания нам понадобится шнур или трикотажная пряжа. Я буду вязать из полиэфирного шнура 5 мм. У меня шнур с сердечником. Этот шнур от компании Promtex. Вот такое вот у него красивое плетение. Ранее из этого шнура я вязала вот такую корзинку узором верблюд. Вот по этой ссылочке можете пройти и посмотреть по ней видео мастер-класс. Нам нужен будет крючок 7 мм, ножницы, игла для того, чтобы прятать кончики, зажигалка и сантиметровая лента. Дно у корзинки это у нас круг. Круг мы будем вязать по схеме идеального круга. Вот по этой схеме. Дно мы будем вязать узором галочки. Соединять все ряды мы будем с помощью хвостика. Это бесшовный метод, самый мой любимый, потому что практически идеальный. Чтобы соединять ряды хвостиком, хвостик нам нужно оставить длинный. И сейчас я покажу, как можно рассчитать, какой длины хвостик нам будет нужен. Для начала мы просто свяжем с вами кольцо амигуруми. Немножечко хвостик оставим, вот такой вот. И свяжем кольцо амигуруми. Кладем нитку на руку, оборачиваем и здесь перекрещиваем. Берем крючок, заводим его в кольцо, захватываем рабочую нить, вытягиваем через кольцо, снова захватываем рабочую нить и провязываем первую петлю. Теперь в это колечко, когда мы вяжем с вами столбиками без накида, у нас в кольце должно быть 6 столбиков без накида. Поэтому сейчас мы с вами провяжем 5 столбиков без накида. Шестым столбиком у нас с вами будет соединение. Итак, провязываем столбики без накида в кольцо амигуруми. Я провязала 3 столбика. Первую петельку, вот когда мы с вами делаем кольцо амигуруми и провязываем первую петлю, ее мы не считаем. Считаем вот эти вот горизонтальные косички основания наших петель. Итак, я провязала 4 и провязываю 5 столбик без накида. Теперь я затяну кольцо. Затянула. И вот у меня хвостик. Сейчас я возьму простой карандаш и вот здесь вот сделаю пометку на хвостике. Небольшую пометку. Вот она. Так, чтобы потом я могла ее найти. Сделала пометку. Теперь 5-ю петлю я убираю крючок и распускаю. Распускаю просто вот эту вот петлю. Снова надеваю на крючок 2 вот эти петельки. И сейчас этот последний столбик я завершу с помощью хвостика. Рабочую нить отложила. Взяла хвостик, захватила его и провязала через эти 2 петли на крючке. Полностью теперь его вытягиваю. То есть сейчас я вам уже практически показываю это самое соединение с помощью хвостика. Провязала. Немножечко рабочую нить подтянула, чтобы вот эта петелька у нас не бултыхалась. Вот у меня хвостик. Теперь я переворачиваю вязание на изнанку. И здесь с изнанки на лицо захожу крючком вот таким вот образом под первую петлю провязанную. Зашла,
Захватываю хвостик и протягиваю его наизнанку. Протянула. Теперь снова с изнанки на лицо поворачиваю вязание. И здесь уже захожу крючком. Вот у меня последняя провязанная петля. Захожу крючком под перемычку за провязанной последней петлей и в середину косички последней петли. Снова захватываю хвостик и вывожу его наизнанку. Также полностью протягиваем. И вот мы с вами сделали соединение. В итоге у нас в первом ряду получается 6 столбиков без накида. 6 оснований петель мы видим. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Теперь вот здесь, на хвостике, я снова делаю пометку. Пометку карандашом, так, чтобы я могла ее потом увидеть. Сделала. И теперь все это распускаю. То есть я это делаю для того, чтобы рассчитать, какой длины хвостика нам нужно, чтобы соединить один ряд. Итак, я распустила. И вот вижу эти отметки. Вот у меня первая отметка, и вот она вторая. Теперь мне нужна сантиметровая лента. И я измеряю. Вот посмотрите, у меня получилось 5 сантиметров. То есть 5 сантиметров мне нужно на то, чтобы соединить один ряд. Сейчас я это распущу и заново вам все потом покажу, как вяжется кольцо амигуруми. Итак, теперь нам нужно будет посчитать, сколько же сантиметров оставить хвостик на нашу корзинку. Смотрите, я буду вязать корзинку в точности вот такого же размера. Сейчас я посчитаю здесь, сколько у меня рядов. 1, 2, 3, 4 ряда у меня было на дно. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 рядов я вязала на корзинку. И 12 ряд я закрывала верхний край корзинки. 12. У нас получилось 5 сантиметров на соединение одного ряда. Умножаем на 12, получается 60. 60 сантиметров. Но все-таки мы с вами оставим шнура с запасом. Сейчас я отмерю 60 сантиметров, вот так. И еще пусть 20 сантиметров я оставлю с запасом, на всякий случай. Но в любом случае, если у вас не хватит хвостика, вы всегда можете его нарастить. То есть просто присоединить новый шнур. Итак, я оставила 80 сантиметров. Понимаю, что изначально вы можете не знать, сколько вам нужно будет рядов связать, но все-таки каким-то образом прикинуть можно количество рядов на дно и высоту корзинки. Поэтому оставляйте немножечко с запасом. Итак, все, 80 сантиметров у меня хвостика, я его откладываю. И с этого места буду делать кольцо амигуруми. Кладу вот таким вот образом на руку, снова показываю вам, да, оборачиваю и перекрещиваю. Беру крючок, завожу в кольцо, захватываю рабочую нить и провязываю петельку. Провязала. И теперь в это кольцо, в кольцо амигуруми, я должна провязать 5 столбиков без накида. Провязываю. 1, 2, 3, 4, 5. Провязала. Теперь тяну за хвостик и затягиваю колечко. Затянула. Теперь пятую петлю распускаю. Снова ввожу крючок в эти две петельки и уже закончу
последний 5-й столбик хвостиком. Полностью его вытягиваю. Здесь немножечко подтяну рабочую нить. Вот так. Теперь завожу крючок в первую провязанную петлю с изнанки на лицо. Захватываю хвостик и вытягиваю его на изнанку, полностью протягивая через основание первой петли. Протянула. Теперь снова ввожу крючок под перемычку и в серединку последней петли. Снова захватываю хвостик и полностью его вытягиваю на изнанку. Все ниточки подтягиваю аккуратно. И могу себя проверить, посчитать. Здесь у меня в первом ряду должно быть 6 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Все верно. Во втором ряду мы должны с вами удвоить каждую петельку, каждый столбик без накида из предыдущего ряда. Мы с вами должны найти петельку, из которой тянется хвостик. Вот у нас хвостик. И вот с этой петельки мы с вами начнем вязать. Дно, как я уже сказала, мы будем вязать столбиками без накида в раскол. Что значит в раскол? Мы будем вводить крючок не под основание петель, не таким вот образом, а находить как бы галочку, да, по-другому этот узор еще называется галочками. Вот они, галочки. Здесь в первом ряду не очень хорошо видно, но я постараюсь вам показать. Вот они, галочки. Они находятся под вот этими вот соединениями двух петель. Вот, например, у нас одна галочка. Вот она. И сзади крючок у нас тоже выходит посередине галочки, под перемычкой, под основанием петли и в середине галочки. Как бы раскалываем мы эту галочку, да, поэтому узор называется в раскол. Там шумит Марго, мешает мне записывать мастер-класс. Итак, начинаем мы вот с этой петельки. Здесь у нас галочки как таковой нет, потому что здесь у нас с вами соединение. Поэтому мы вводим крючок просто под вот эти вот две петли, под соединение двух петель, вот таким образом. И вот у нас крючок выходит вот так. То есть, если вот эту вот ниточку мы вот так положим, то здесь тоже образуется как бы галочка. Это у нас хвостик, его мы убираем. Сейчас нам нужна будет рабочая нить. Ввели крючок, захватили рабочую нить, протянули и провязали первую петельку. Теперь сюда же мы провязываем еще одну петлю, то есть еще один столбик без накида. Провязали. То есть мы сейчас с вами удвоили первую петельку. В этом ряду всего у нас с вами должно будет получиться уже 12 столбиков без накида. Дальше вяжем прибавку в следующую галочку. Она у нас вот здесь вот спряталась. Вот она. Вводим крючок вот в это место. Первый ряд вязать бывает достаточно сложно. Здесь крючок у нас должен выйти тоже посередине вот этих вот двух ниточек. Сейчас я его поправлю. Провязываем сюда еще одну прибавку. Так, провязали. Идем теперь в следующую петельку и тоже провязываем сюда 2 столбика без накида. Один и второй. Провязали. Идем в следующую галочку. Вот она у нас. Вот здесь. Здесь у нас крючок выходит тоже посередине галочки. Провязываем сюда 2 столбика без накида. Дальше в следующую.
Так. И вот сюда провязываем один столбик без накида, второй столбик без накида, вытягиваем нитку и уже закончим этот последний столбик. Он у нас получается, смотрите, если посчитать вот эти вот косички: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Мы с вами провязали 10 столбиков без накида. 11 я начала вязать рабочей нитью. Теперь уже заканчиваю вязание 11 столбика уже хвостиком. Захватываю хвостик и протягиваю его через 2 петли на крючке. Протянула немножечко рабочую нить, подтяну, чтобы вот эта вот у нас галочка была одинаковая со всеми остальными. Так, теперь захожу крючком с изнанки на лицо под первую провязанную петельку, захватываю хвостик, вывожу его полностью на изнанку. Теперь последняя петля, захожу крючком под перемычку и в середину косички, снова захватываю хвостик и вытягиваю его на изнанку. Подтягиваю все ниточки и могу посчитать, проверить себя, все ли столбики у нас на месте. Начнем считать вот с этого столбика после хвостика: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Все верно. Теперь мы с вами начнем вязать третий ряд. В третьем ряду мы также будем делать прибавки, но уже между прибавками будет у нас одна одиночная петля. То есть мы будем чередовать прибавку с одной одиночной петлей. Смотрим снова, где у нас тянется хвостик. Вот он. И с этой петельки, вот отсюда, мы с вами начнем вязать. Вводим крючок в галочку. Здесь он у нас выходит вот таким образом, да? Если кладем хвостик вот так, у нас получается тоже галочка. Захватываем рабочую нить, вытягиваем и провязываем. То есть сейчас мы вяжем рабочей нитью. Хвостик у нас лежит вот здесь. Провязали. И теперь в следующую петельку провяжем прибавку. Вводим крючок в галочку, в середину галочки. Сзади он также выходит у нас посередине галочки. Провяжем первую петельку и сюда же вторую. Мы сделали с вами прибавку. Теперь в следующую петлю мы провязываем одиночный столбик без накида. Вот так. Следующую мы с вами удваиваем. Провязываем в нее один и второй столбик без накида. Дальше снова вяжем один столбик без накида в следующую петлю. Следующую удваиваем. Провязываем в нее прибавку, то есть 2 столбика без накида. Дальше снова один столбик без накида. Дальше 2. Снова 1. В следующую галочку 2. Дальше снова один столбик без накида. И 2. Провязываем 1. Давайте посчитаем. Здесь у нас в третьем ряду уже должно быть 18 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Здесь у нас еще остался один столбик, 17. Мы его начинаем провязывать рабочей нитью, а заканчиваем уже с помощью хвостика. Берем хвостик и
17 столбик у нас уже провязывается хвостиком. Подтянем рабочую нить. Так как у нас должно быть 18 столбиков, то 18 столбиком у нас будет служить соединение. Заводим крючок в первую петлю провязанную. Выводим хвостик наизнанку. Дальше в последнюю провязанную под перемычку и в середину косички снова захватили хвостик и вытянули его полностью наизнанку. Петельки опять аккуратно подтянем. Можете еще раз посчитать. В этом ряду у вас получается 18 столбиков без накида. Теперь мы начинаем вязать 4-й ряд. В 4-м ряду у нас с вами уже будет 24 петли в общей сложности, 24 столбика без накида. И здесь мы будем делать прибавки, уже чередуя прибавку с 2 одиночными столбиками без накида. И для того, чтобы у вас получался ровный круг, а не шестиугольник, всегда прибавки нужно делать над одиночными петлями из предыдущего ряда, не над прибавками. Если вы будете делать прибавки из ряда в ряд друг над другом, у вас будут образовываться углы. Поэтому также и на схеме это хорошо заметно. Там, где у нас с вами одиночные петельки, мы будем провязывать в 4-м ряду прибавки. Там, где у нас в 3-м ряду прибавка, мы будем с вами провязывать одиночные петельки. И как раз у нас получится, что мы чередуем прибавку с 2 одиночными петельками. Итак, смотрим, где у нас тянется хвостик. Вот он у нас. Заводим сюда крючок под хвостик. Захватываем рабочую нить. И провязываем первую петельку. Дальше у нас с вами идет одиночная петелька, поэтому мы сюда провязываем прибавку. Дальше прибавка из предыдущего ряда, сюда мы провязываем 2 одиночных столбика без накида. Вяжем рабочей нитью, да? Хвостик у нас лежит с правой стороны. Провязали 2 одиночные петельки, в следующую петельку мы провязываем прибавку. То есть 2 столбика без накида, столбик из предыдущего ряда. Провязали. Дальше снова у нас будут 2 одиночные петельки, 2 одиночных столбика. Мы их провязываем. Дальше провязываем прибавку. Снова 2 одиночных столбика без накида. Теперь прибавка. 1, 2. Снова 2 одиночных столбика без накида. Первый и второй. Прибавка. 2 столбика без накида в одну петельку. Дальше снова 2 одиночных столбика. 1, 2. Прибавка. 1, 2 столбика в одну петлю. И здесь у нас с вами остался один одиночный столбик. Провязываем его сюда. Это у нас получается 23 по счету петля, то есть предпоследняя. Мы провязываем, начинаем провязывать рабочей нитью. Теперь берем хвостик и завершаем провязывание предпоследнего столбика уже хвостиком. Немножечко подтягиваем и формируем последнюю 24-ю петлю в этом ряду с помощью соединения. Все просто.
Аккуратно все подтягиваем, можете себя проверить. В этом ряду у вас должно получиться уже 24 столбика без накида, 24 вот эти вот косички. И на этом я остановлюсь. Дальше я буду вязать уже стенки. Мне хватит для моей маленькой корзинки такого дна. Если вы будете вязать корзинку побольше, большего размера, посмотрите, пожалуйста, на схему. Здесь на схеме у меня больше рядов. Я немножечко поясню вам алгоритм. Смотрите, с каждым рядом у нас получается, что увеличивается количество одиночных петель между прибавками. Сейчас мы с вами провязали 4-й ряд. И здесь у нас между прибавками было по 2 одиночных столбика без накида. В 5-м ряду их будет 3, в 6-м ряду 4, в 7-м 5, в 8-м 6 и так далее. То есть каждый ряд на 1 столбик без накида прибавляется количество одиночных петель между прибавками. И, конечно, очень важно делать прибавки между прибавками из предыдущего ряда. Можете это делать по схеме, можете делать абсолютно свободным полете, как вам нравится. То есть самое главное, чтобы они попадали у вас не на прибавки из предыдущего ряда. Тогда круг будет ровный. И если у вас корзинка большего размера, я рекомендую после того, как вы связали дно, обязательно его отпарить, провести для него ВТО, влажно-тепловую обработку. Чтобы это сделать, нужно будет прогладить дно утюгом, положив сверху какую-нибудь ткань, утюгом с паром. С обеих сторон вы проглаживаете, поправляете руками все неровности и кладете под пресс до полного высыхания. После того, как ваша заготовка высохнет, вы можете продолжать вязать стенки. Я для своего круга не буду делать ВТО, потому что он у меня достаточно маленький и получился вполне себе ровный круг. Итак, переходим к вязанию стенок. Дно я связала узором галочки, всю корзинку буду вязать узором полоски. Ряды на стенках буду также соединять с помощью хвостика. Помимо вязаного дна вы можете использовать уже готовое, например, дно из фанеры. Итак, приступим к вязанию стенок. Хвостик у нас с вами лежит с правой стороны. Мы будем вязать с вами рабочей нитью. Первый ряд стенок будем вязать за перемычки. Вот эти вот перемычки позади косичек, позади основания петель. Ищем здесь петельку, из которой у нас выходит хвостик. Вот она. Вот в эту перемычку мы с вами и будем вводить крючок, чтобы сделать первую петельку. Ввели крючок, вытащили рабочую нить, провязали первую петлю. Дальше идем в следующую перемычку и провязываем столбик без накида. И таким образом весь первый ряд мы вяжем столбики без накида за перемычку позади косичек. При таком переходе от дна к стенкам у нас получается, здесь остается такая красивая косичка, и стенки растут перпендикулярно дну. Провязываем этот первый ряд. И потом я покажу, как мы этот ряд будем соединять. Итак, я заканчиваю вязать первый ряд. Вот у меня остается одна перемычка. Я ее начинаю провязывать рабочей нитью. Захватила рабочую нить, вытянула. И теперь беру хвостик. Захватываю хвостик и протягиваю его через 2 петли на крючке. Полностью вытягиваю через эти петельки. Теперь поворачиваю корзинку к себе изнанкой и захожу крючком в первую провязанную петлю под косичку. Вот так, с изнанки на лицо крючком. Захватываю хвостик и вывожу его
полностью на изнанку. Теперь опять с изнанки на лицо захожу крючком уже в последнюю провязанную петельку под перемычку, и крючок у меня выходит в середине косички. Я снова захватываю хвостик и протягиваю его на изнанку. Здесь подтягиваю хвостик, аккуратно подтягиваю рабочую нить, и мы с вами соединили первый ряд. Вот так. Теперь начинаем вязать второй ряд, и сейчас у нас уже будет вырисовываться узор полоски. Находим петельку, из которой выходит хвостик, вот она, и с этой петли мы начинаем с вами вязать. Вязать будем этот узор за верхнюю дужку петли, будем вводить крючок, и под перемычку за этой верхней дужкой петли. Вот таким вот образом будем вводить крючок. Если вы будете вводить крючок только под верхнюю дужку, у вас узор будет рыхлый. Так тоже можно вязать, но для корзинки лучше все-таки, чтобы она хорошо держала стенки, держала форму, поэтому мы будем захватывать еще и перемычку. Итак, вводим крючок, хвостик откладываем, берем рабочую нить, вводим крючок под верхнюю дужку петли и под перемычку за ней. Захватываем рабочую нить, вытягиваем и провязываем первую петельку. И теперь все остальные петли провязываем точно так же. Вводим крючок под верхнюю дужку петли и в перемычку за этой петлей, за основанием петли предыдущего ряда. И вяжем также просто столбики без накида. Когда мы вяжем таким образом, у нас получается, что видимой остается только нижняя дужка петли, и получаются такие полоски. Провязываем второй ряд до конца. На моем канале таким узором есть мастер-класс по сумке шоперу. Вот здесь я оставлю ссылочку на этот мастер-класс, можете пройти и посмотреть. Очень эффектный получается узор, и сумка смотрится необычно и интересно. Хотя это и простой шопер. Итак, я дохожу до конца второго ряда и сейчас буду его соединять. Провязываю последнюю петельку, вот она у нас, вот эта петля уже у нас провязанная, самая первая. Провязываю ее, начинаю провязывать рабочей нитью. Теперь беру хвостик и заканчиваю вязание этого столбика уже хвостиком. Полностью протягиваю его наизнанку. Теперь захожу крючком в первую провязанную петлю. Вот это у нас была петля подъема. Вот сюда, под косичку полностью. Захватываю хвостик и протягиваю его наизнанку. Теперь захожу крючком под перемычку и в середину косички последней провязанной петли. Снова захватываю хвостик и протягиваю его наизнанку. Все ниточки, и рабочую, и хвостик, аккуратно подтягиваю. Старайтесь не затягивать, когда вяжете. Вот у меня шнур достаточно эластичный, и он еще сам по себе стягивает стенки. Соединили мы второй ряд и начинаем вязать третий ряд. Все точно так же. Вот у нас
петелька, откуда выходит хвостик, мы сюда вводим крючок в середину косички, да, за верхнюю дужку петли вяжем и за перемычку под этой верхней дужкой петли. Захватываем рабочую нить и провязываем первую петельку. И дальше вяжем так же, как мы с вами вязали второй ряд. Очень простой узор, но получается очень красиво. И теперь давайте провяжем несколько рядов на нужную высоту корзинки. И потом в конце встретимся, будем уже заканчивать вязание. Итак, я провязала все ряды, всего у меня получилось 6 рядов, я провязала на стенках. И теперь мне осталось только лишь обвязать верхний край корзинки соединительными столбиками. Я уже закрыла последний ряд, и здесь начинаю обвязку. Снова буду входить в петельку, из которой у меня выходит хвостик, вот сюда. Но обвязку ряда мы уже будем делать, вводя крючок не под петельку и перемычку за ней, а целиком просто вот так под основание петли. Ввела крючок, вытащила рабочую нить. И тут же иду крючком, захожу под следующее основание петли, под основание следующей петли. Снова захватываю рабочую нить и протягиваю через петельку, которая у меня была на крючке. Теперь иду в следующую петельку, захватила рабочую нить и сразу же провязала. И таким образом я обвязываю весь верхний край корзинки соединительными столбиками. Этот ряд старайтесь не затягивать, чтобы у нас корзинка потом не стянулась сверху. И следите за тем, чтобы все эти петли у вас были одного размера. Вот эти все косички были одинаковые. Я довязываю этот ряд до конца. Вот так. Здесь я останавливаюсь. Вот последняя петелька. И теперь могу уже шнур отрезать. И теперь эту петлю последнюю полностью вытягиваю. Теперь нам нужно этот ряд красиво завершить. Сделать здесь еще одну косичку. Для этого я ввожу крючок под первую косичку, захватываю нить, протягиваю вот таким образом. Здесь в последнюю петельку захожу крючком с изнанки, так, чтобы он у меня вышел вот в середине этой косички. Захватываю снова нитку и вытягиваю ее на изнанку. И все. У нас с вами получается вот такое вот аккуратное соединение. Теперь нам осталось только лишь спрятать вот эти вот кончики на изнанке. И для того, чтобы это сделать, у нас полиэфирный шнур толстый, но в нем есть сердечник. Когда есть в шнуре сердечник, мы поступаем таким образом. Сейчас я его отрежу покороче и вытащу изнутри сердечник. Сердечник — это вот такой вот шнур, он потоньше, который находится внутри толстого шнура. Я его вытащу на максимальную длину и вот здесь в конце просто отрежу. Вот у нас какой тоненький получается шнурочек. Его уже спрятать проще, чем вот такой вот толстый шнур. То же самое сейчас сделаю со вторым кончиком. Все, у нас получились тоненькие шнурочки, и мы теперь с помощью иглы можем их спрятать на изнанке. Посмотрите, когда мы соединяем ряды
с помощью хвостика у нас ни снаружи, ни внутри нет абсолютно никакого шва. Вот посмотрите, там внутри тоже все аккуратно. Поэтому сейчас я буду прятать кончики тоже максимально, стараясь аккуратно, чтобы и с изнанки у нас тоже все было красиво. Под разные петельки прячу в разных направлениях. И в самом конце я кончик полиэфирного шнура обязательно подпалю зажигалкой. Лучше всего, конечно, использовать для этого, если вы тем более не уверены, если вы еще новичок, лучше использовать для этого текстильный клей. И особенно это актуально для светлых шнуров, потому что когда вы подпаливаете зажигалкой, естественно, у вас шнур темнеет. Сложно показать вам, что происходит там внутри, но вот я его спрятала немножечко. Теперь я выйду на наружную сторону. Сейчас покажу, как я это сделаю. Вот, выйду сюда иглой и шнуром. Теперь его отрежу, оставив прям небольшой хвостик. Вот у меня такой хвостик остался. Очень аккуратно его с помощью зажигалки подпалю. Прям аккуратно, чтобы соседние петельки не захватить. И быстренько заправлю внутрь, чтобы он еще там у меня приклеился. Все, теперь таким же образом я заправлю второй хвостик, второй оставшийся кончик. Делаю все то же самое. Все, я спрятала все кончики, и вот что у меня получилось. Такая красивая корзинка необычным узором. И сейчас обязательно проведите для своей корзинки ВТО, влажно-тепловую обработку. Поставьте что-то внутрь, стакан или какую-нибудь вазочку. И пройдитесь либо утюгом с паром, только не касаясь полиэфирного шнура, он может расплавиться. Или отпаривателем. Со всех сторон отпариваете и дно, и стенки, и оставляете корзинку до полного высыхания. После этого можно уже использовать изделие. И вот я уже провела для своей корзинки ВТО. Смотрите, как она выровнялась, какая она стала красивая. И сейчас я измерю, какой же она у меня получилась. Дно получилось примерно 11 сантиметров в диаметре. Я вязала 6 рядов на стенке, и высота ее получилась около 10 сантиметров. И на этом мой мастер-класс по круглой корзинке узором полоски окончен. Уверена, что у вас тоже все отлично получилось. Отмечайте свои работы по моим мастер-классам хэштегом by_behet, и я покажу их в своих сторис Instagram. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Вы очень поможете моему каналу в развитии, а меня вдохновите на новые интересные мастер-классы. Спасибо, что вяжете вместе со мной. Всем пока-пока!